Ну что, друзья, мы приземлились в новой стране. Не только в новой стране, но и в новом для нас континенте. Эту визу мы получили не с первого раза, очень мы намучились. Я 2 раза ездил сдавать биометрию. Со 2-го раза только нам ее дали. Мы очень устали и очень рады, что мы все-таки сюда попали. И это новая страна, Австралия. Для вас уже через несколько минут вы увидите все наши приключения. А нам нужно сейчас добраться до гостиницы. До следующей встречи. Попробуем, как в Сингапуре, пройти просто по карте. Получилось. Не можем найти выход из метро, нужный нам. Хотя он сказал налево. Пошли. Чё? Туда, наверх? Мы вышли практически из станции. На улице жуткий дубак. После 35 градусов в Сингапуре здесь 5 градусов, ну или 8, что такое ночью. Очень-очень холодно. Вот Саша достает мне куртку. Нашли наш отель. Идем заселяться. Вот они какие красивые. Ты рада, Катя? Нет. Почему? Ты Ты в Австралии! Сейчас найдем еду. Сейчас будет рум-тур Австралия. Ну-ка. Ну, заходи, Катя. Мы постараемся написать там внизу под видео, сколько этот номер стоил. Вообще не дешево было. Ну все чистенько, не знаю. Вот магазин, пойдем. В общем, у нас завтра очень-очень рано экскурсия. В 6:45. Сейчас еще будем искать место, где нас забирают. Завтрак начинается в отеле с 7:30, да? Или с 7? Ну, в общем, на завтрак мы не успеваем. Еще что взять себе поесть. Купили 4 яйца в китайском ресторане. 4 яйца стоят $8. Они сварены в каком-то соусе таком. Соевом или в чем-то, да. Завтра у нас завтрак будет из 4 яиц за $8. Ну что, друзья, время 6:30 утра. Наше любимое время. Для начала дня. Мы отправляемся на экскурсию. Голубые горы. Да? Голубые горы. Возможно, будут коалы. Возможно, кенгуру. Мы вам все покажем. А вот это, кстати, холл нашего отеля. Да, в таком, сделан в каком-то старом стиле. Либо сделано в стиле старом, либо оно в таком стиле всегда и было. Мне кажется, что это очень старое здание. Да, здание старое. Там даже фотографии каких-то прошлых лет тут на улице, как видите. Еще темно и очень холодно. Мы надели все самое теплое, все, что у нас было. До точки сбора нам идти 6 минут, так что идем дальше. В городе практически никого. Мы одни. Then I have to clean it. Yeah, not fun for me, hey? So I'm going to give you this now. Thank you. Let's go. Let's go. Union and Aussie Road.
Первая остановка. Идем к туалету и просто сидят попугаи на улице. Первая наша остановка. Нам рассказали, куда мы идем. Но с нашим знанием английского мы ни хрена не поняли. Надеемся, где-то здесь будут коалы. Может быть, кенгуру. Посмотрим. Да. Там вода шумит. Водопад. Да, вон, видишь? Мгм. Наша интернациональная группа. Chinese is very good. Вообще идеальным вариантом было бы, конечно, путешествие по Австралии на машине. Но, к сожалению, у нас нет на это времени. Поэтому пытаемся успеть все за короткое время. Уже, походу, и автобус стоит, ждет меня. Both over that side. So all of those trees down there, you say. Do it, take you to the entrance, where you'll see the skyways that you're going to. Just like that. You can see down to the valley floor below through that glass floor. To the left is Mount. Слушай, как круто, Катя! And those ponies were blind after 6 months, and then pop a fence here. And then have a look at this rock. Very far. В общем, мы нагулялись, наездились на разных поездах, дорогах. Очень замерзли. Вот пришли в кафе. У нас перерыв в экскурсии на час. Заказали себе чай. С ромашкой. Чай с ромашкой горячий. И ждем, что там, салат. Здоровье. Салат здоровья. И что-то еще. Очень проголодались. Подснимем вам блюдо. Порции большие. Это салат с курицей. А это с фалафелем, да, что ли? Салат с фалафелем. Выглядит очень вкусно. Типа супермаркет. Сейчас поснимем тут цены. Бананы $5, яблоки 6, 4,50, 3,50. Груши дешевле, чем яблоки. Киви за $9 просто шикарные. Есть за 8, не шикарные. Овощи.
яблоки. Огурцы. $5. Перец. О, перец очень дорогой. 10. Помидоры 13,90. 13,90. Вот курица. 12, 11, 7. Куриные шеи. Наверное, 3,70. Приехали к кенгуру и коалам. Сейчас посмотрим. Дикая собака Динго. Они первые кенгуру. Они дремят, что ли, да? Не пойму. Ждем свою очередь. Ладно, не очередь. What are we supposed to save the kid? На. Ну, да не меня. О. Интересный зоопарк, в принципе. Но кенгуру, по крайней мере, нет ни решеток, каких-то вольеров. Отгораживают только вот деревянный такой просто вот это, это заборчик. Вот и вот они ходят. Или какие-то другого вида, не те, которых мы гладили и кормили. Более пугливые, к людям не подходят. Но если они захотят, они могут просто выйти отсюда. Нет преграды никакой абсолютно. Преграда, скорее всего, даже для людей, чтобы люди к ним не приходили. Угу. Да, у тебя классно получилось, как? Вот так происходит фотосессия. Для нее потрогать, потискать коалу нельзя. Мордочка спрятана. Мы следующие. Даже не моргает. Да? Кого-то он только что съел. Но он явно сыт, да? Один унисекс, второй унисекс, третий унисекс, четвертый унисекс. Какая красивее? В синей кофточке или в красной? Мне нравится больше в синей. А мне больше в красной. Напишите в комментариях. Как вы думаете, а это что? Наверное, колокольчики. Последний этап нашего сегодняшнего путешествия. На кораблике мы должны приплыть в центр Сиднея.
Наша сегодняшняя экскурсия закончилась. Вот сейчас зайдем в Чайнатаун около нашего отеля. Найдем переходничок на розетку и пойдем домой. Вот Чайнатаун. Ну, что-то вкусное готовят. Кать, яйца, Кать. А нет, это эти. Хинкали вот эти. Да. Сладости на палочке. Чай. О, куриные сердечки, смотри. Правые палочки. Яйца, как мы любим. Видели вот такой фрукт? Да, мы, кстати, на строгой диете. Ну ладно, мы потом расскажем, почему. Золото, бриллианты. Нам нельзя есть мясо, молочку, пить кофе. Нам много чего нельзя. Ладно, попробуем подробно видео записать отдельно на эту тему. Ну, в общем, Чайнатаун как Чайнатаун. Китайский квартал с магазинчиками, кафешками. Вот такие дела. Ладно, все. Всем пока. До завтра. Ну что, друзья, доброе утро. Сегодня наш следующий день в Австралии. Погода просто шикарная. Немножко прохладно, но погода классная. Солнышко светит. Ни одной тучки, на солнышке довольно-таки тепло. Нам да. очень повезло, судя по прогнозу. Все следующие дни будут дождливые. Сейчас здесь зима. Да, по факту здесь зима. По сезону здесь зима, да. Я одел шорты, не знаю, нормально. Люди некоторые в пуховиках ходят, кто-то в шортах, кто-то в футболках. Все одеты абсолютно по-разному. Мы направляемся на самый известный, наверное, пляж Австралии. Бонди-Бич. Дорога не близкая, порядка, наверное, час 20 где-то. Наверное, мы поедем на трамвайчике. А, кстати, на трамвайчике мы поедем. А как мы будем оплачивать трамвайчик? Там-то картой можно оплачивать? Сейчас проверим. Сейчас все проверим. И будем вам все показывать. Просто ни с того ни с сего посреди города вот такое вот чудо идет. С таким длинным носом. Нет, это, по-моему, не цапля. Может быть, и вид цапли. Но, похоже, мы пришли правильно. Бонди-Бич. Но ехать, наверное, минут 40 или 50 еще. Друзья, ну мы доехали. Вы еще не видите, а мы уже видим с левой стороны от нас. Невероятная. Это действительно стоило того, чтобы сюда приехать. Невероятные виды. Тут куча серферов. Просто, я не знаю, ну, наверное, пару сотен, наверное, их тут в воде. Еще куча, которые готовятся на пляже. Готовятся к заплыву. Это невероятно.
Нас некому фотографировать. Снимаем себя сами. Видно? Проезд в автобусах тоже по обычной банковской карте. В общем, мы посмотрели пляж. И теперь мы приехали в порт, чтобы на пароме переехать на другую сторону от оперного театра, чтобы посмотреть на него с другого берега. Там, где в свое время видео снимал Птушкин из Австралии. Попробуем найти именно эту точку. Похоже, 4-й как раз наш причал. Надо только разобраться, как оплатить проезд. Проход на паром тоже по карточке, и мы опаздываем, бежим. В общем, мы сели не на тот паром. Уплыли совсем в другую сторону. Не знаю, как будет назад будем возвращаться. Доплывем мы вообще не туда. И очень далеко отплыли. Мы приплыли на какой-то пляж. Яхты. Пушкина мы не нашли. Поплавали вокруг. Может, по-моему, не хуже. В общем, на пароме мы уплыли не туда, куда хотели. Но получилось еще, может, даже Да, лучше. получилось мы... Максимально близко приблизились к оперному театру. Да, прямо поплыли вокруг. И также вернулись обратно. Вот, сейчас идем... Улица The Rocks. The Rocks, да, улица. Пешеходная должна быть улица. Идем посмотреть и, возможно, там и покушаем. Пришли в австралийский паб. Ну вот, примерно порядок цен вот такой. Мы выбрали чикен пармиджано и чикен шницель. Ну, посмотрим. Сейчас покажу вам место, в которое мы сели. Здесь вот такая улица. Такими пабами. Атмосфера, конечно, шикарная. Сейчас зайду через центральный вход. Вот, посмотрите как. А? А вот я. Я не знаю, будет ли меня слышно, но видно точно. Нам принесли наши порции. Порции огромные, просто куски курицы гигантские. Выглядит он очень вкусно. У Кати курочка в форме сердца. Слово не значило. Ну, приятного аппетита нам. Только сейчас заметили, оказывается, мы были в самом старинном пабе Сиднея, основан в 1828 году. А вот наш счет. За 2 горячих и чай. Ровно $50 получается. Это Барби-вечеринка. Ну что, мы очень вкусно поели. Идем дальше. Не знаю, долго мы, наверное, не пройдем, очень холодно.
сверху на мосту проходит экскурсия. Вот видно людей, которые поднимаются. Сколько говорит? $100 стоит, да? Очень дорого. В общем, наше путешествие по Австралии подходит к концу. Последний вечер. Впечатлений очень много. Да. Это, наверное, самая страна, которая вызвала больше всего эмоций у нас. Даже не то, что какие-то там супер достопримечательности или какие-то самые высокие здания или самые глубокие реки или так далее. Просто как-то получилось, что она нам очень сильно близка, очень все понравилось в плане... Да, в целом обстановка, все как-то так очень гармонично, очень приятно здесь находиться. Здесь есть все необходимое. То есть есть океан, есть горы, есть природа, Есть торговые центры, есть цивилизация, рестораны. да. То есть ты, Чисто, да. если в Азии ты заходишь там в 7-Eleven, там всего по чуть-чуть, и больших торговых центров как бы нет. Здесь мы вчера зашли, есть все абсолютно. Да. Любое мясо, любая колбаса, любые фрукты. Тут один только недостаток. Это цены. Это цены. Надо действительно очень много зарабатывать, и я понятия не имею, где зарабатывать можно деньги. Да, и к Не тому же мы быть еще иммигрантом. не знаем еще, сколько здесь жилье стоит. Да, да. Мы думаем, что очень Ну, гостиницы дорого. стоят очень Да. дорого. Гостиница стоит очень дорого. Это, наверное, самая дорогая гостиница из тех, что у нас пока были. И, наверное, она такой и останется. Вряд ли в Да. какой-то другой стране она будет дороже. И это с учетом того, что здесь она была, ну, как бы одна из самых дешевых. Да, Вот. это не самая дорогая Да. гостиница, далеко не самая дорогая гостиница. Она какая-то, мы уже снимали видео, обзорчик маленький на холл, на номер. Мне кажется, она построена в 60-х годах. Ощущение такое вот. Мне кажется, в таком еще и стиле. раньше, Она, может быть, да. даже раньше. Вот. Так что страна действительно нам очень понравилась. Хочется здесь остаться подольше, но, к сожалению, у нас нет на это времени, нет визы, у нас транзитная Да. виза. Да, поэтому, Поэтому С да, грустью. завтра мы улетаем. да, летим дальше. Да, рассказывать не будем, но летим очень далеко. Это будет очень длинный перелет. Мы завтра будем лететь весь день. У нас две Две пересадки. пересадки. 3 перелета, 2 пересадки. Вот. Еще одна интересная новость. Мы записались на На одно интересное мероприятие. которое накладывает определенные ограничения на наше питание, не только на питание. Интимную жизнь. Да, к примеру, сексом заниматься нельзя. Да, Нельзя есть есть, некоторые да. вещи. Некоторые, это мягко сказано, можно Алкоголя сказать, можно... нельзя. Точнее, можно только фрукты и овощи. По большому Да. счету, да. Но пока еще можно белок. Да. Все. Красное Нельзя, мясо нельзя, да. белое мясо можно. Вот. Алкоголь нельзя, кофе нельзя, чай черный нельзя, молочное нельзя. Ну, Да. ничего нельзя. Это мероприятие начинается через меньше недели осталось. Да. Меньше недели. Но подробнее мы расскажем о нем. Да, я думаю, мы как бы отдельное видео снимем, Да. когда все пройдет. Останемся. Да, И мы живы. да. Живы в своем уме и светлой памяти. Вот. Так что ждите следующие Да. выпуски наши. Обязательно смотрите. Подписывайтесь. Очень мало подписчиков у нас. Но мы все равно снимаем для себя и будем Да. продолжать снимать. Всем пока. Всем пока. Что, на этот раз точно финальное видео из Австралии. По нашей одежде видно, что очень холодно. Зима. Очень холодный ветер. Да, за нашей спиной наш шикарный, не менее холодный отель, в котором каждую ночь мы мерзли, потому что холод ужасный, кондиционер, но тепло почему-то
включался только один раз по приходу и больше не включался всю ночь. Вот. А смысл видео рассказать вам, какое путешествие авиационное нам предстоит. Сейчас я просто Кате дам, чтобы она рассказала вам. Тут ничего не понятно. Ну, первый перелет. Первый перелет у нас идет 12 часов 40 минут. Потом у нас Пересадка. пересадка 2,5 часа. Потом второй перелет 3 часа 55 минут. Потом пересадка 3,5 часа. И потом еще 1,5 часа один перелет. И в В итоге, итоге у нас 24 часа 5 минут только лететь. ну, лететь вместе с Ну да, с пересадками. Вся пересадками. дорога до следующей точки у нас займет 24 часа 5 минут. Невероятно. Не знаю, мы переживем. Не знаю, будем мы что-то снимать по ходу в аэропортах. Пересадок посмотрим. Ну, в любом случае, как прилетим в точку назначения, первым делом включимся. Да. Пока. Вот так выглядит центральный вокзал Сиднея. Это, видимо, поезда пригородные. А мы идем в сторону метро. Карточки доставай. Автомат для питьевой воды в аэропорту Австралии. И указан счетчик, сколько бутылок спасено. Точнее, не использовано. Уже по традиции ищем Том Форд.